Водолаз на дне у берега Египта поднимает из ила каменную голову. Голову древнего царя в полный человеческий рост. А ведь 1000 лет все были уверены, что города, которому она принадлежала, никогда не существовало, что это всего лишь легенда. Выходит, его просто не могли найти, ни камня, ни следа. Как выяснилось, он все это время лежал прямо тут, в 10 метрах под водой. И это не единственный такой древний город. Сегодня мы пройдем по 4 и посмотрим, что с ними стало. Про каждый было известно из хроник, из легенд, из старых книг, и каждый земля укрыла так основательно, что отыскать его снова стало почти невозможно. Один ушел под песок, другой затерялся под джунглями, третий опустился под воду, а над 4-м выросло ровное поле, по которому потом сотни лет ходили люди, не подозревая, что у них под ногами. Но разве можно спрятать целый город? Как выяснилось, еще как можно. Начнем с юга Аравии. Пустыня Руб-эль-Хали – самое большое песчаное море на планете. 1000 километров барханов без единого ориентира. Место, где веками пропадали целые караваны. Про эти пески издавна ходила легенда о богатом городе на пути Ладана. Арабы называли его Убар. В Коране есть город Ирам, город высоких колонн, каких больше нигде не возводили, а построил его, по преданию, гордый царь Шадад, задумавший рай на земле. За гордыню Бог обрушил на город кару, и, как рассказывают, песчаная буря бушевала 8 дней подряд, пока от Убара не осталось и следа. А дорогу к нему Бог, по легенде, скрыл навсегда. Была даже поговорка, что всякий, кто найдет Убар, лишится рассудка. Ладан в те времена ценили на вес золота. Его жгли в храмах по всему древнему миру, от Египта до Рима, а рос он только здесь, на юге Аравии, и уходил на север через пустыню по тайным караванным тропам. Тот, кто держал город на такой тропе, держал в руках всю торговлю, и потому в его богатство верили легко. Верил и знаменитый Лоуренс Аравийский. Он мечтал отыскать этот город, называл его Атлантидой песков, но погиб, так и не собрав экспедицию. Искать город пытались не раз. Британские путешественники еще в 30-х и 40-х годах прошлого века расспрашивали проводников-бедуинов, и те кивали: да, был такой город, был. Один из них, дипломат Бертрам Томас, даже наткнулся в песках на след старой дороги, уходившей в никуда, и бедуины сказали ему, что это и есть путь на Убар. Пройти по ней он собирался, но так и не успел. А другие приезжали на место и находили лишь пустой песок до горизонта. И чем дольше поиски не давали ничего, тем крепче держалась мысль, что города, наверное, и не было вовсе, одни сказки. Нашли зацепку сверху. В начале 90-х команда во главе с Николасом Клэпом взяла снимки из космоса. Среди них были кадры с радара космического челнока, а такой радар видит то, что скрыто под верхним слоем песка. И на снимках проступили старые караванные трассы. С земли их было уже не разглядеть, песок давно все сравнял. А сверху они вдруг выступили, будто их обвели карандашом. Все они сходились из пустыни в одну точку – к колодцу у местечка Шиср. Там начали копать и нашли остатки укрепления с башнями старше 2000 лет. Перевалочный оазис, где ладан из окрестных гор собирали и грузили в караваны. А еще стало видно, что часть построек ушла вниз, в провал. Под этим местом в породе была карстовая пустота с водой, и однажды ее свод обвалился, утянув часть оазиса под землю. Правда, когда именно и как это случилось, точно сказать нельзя. Эту историю восстанавливают лишь предположительно. И тут важная оговорка, что это именно тот самый легендарный Убар, доказать так и не смогли. Место для великого города из преданий скромновато, и сам руководитель раскопок позже отказался называть Шиср городом Убар. Скорее всего, за пышной легендой стоял вот такой скромный укрепленный пункт на торговом пути, а Ирам и Убар так и остались наполовину сказкой. Но одно бесспорно. Реальное древнее поселение, которое веками не могли найти, отыскали не наугад.
а прочитав из космоса тропы, стертые песком тысячи лет назад. Дальше Камбоджа, гора Кулен. С этим городом история другая. Что он существовал, не сомневались никогда. О нем знали и по старым надписям, и по отдельным святилищам, что торчали из джунглей. Сохранилось даже имя – Махендра-Парвата. И известно, какое место он занимал в истории. По преданию, именно здесь, на священной горе, в 802 году правитель Джая-Варман провел обряд и объявил себя богом на земле, единственным владыкой. С этого события принято отсчитывать рождение Кхмерской империи, той самой, что позже возведет Великий Анкор. А гора считалась священной еще и потому, что с нее текла вода, которая позже поила поля и каналы Анкора. Только увидеть сам город целиком не удавалось никому. Джунгли растут быстро, и за века они поглотили город без остатка. Можно было встать посреди древней улицы между деревьев и не понять, что стоишь в городе. Вокруг одна сплошная зеленая стена. Мешало и другое. До 90-х годов в этих лесах прятались вооруженные отряды, а земля осталась начинена минами, так что лезть туда с лопатой значило рисковать жизнью. Один из археологов, Жан-Батист Шеванс, годами обходил эту гору пешком и по крохам собирал следы храмов и каналов, но общий план все равно ускользал. Ученые знали, что город есть, а каков он на самом деле, какого размера и как устроен, оставалось загадкой. Ответ пришел с воздуха. В 2012 году археологи, среди них Дамиан Эванс и тот самый Шеванс, подвесили под вертолет лазерный сканер «Лидар» и несколько дней подряд летали над этой местностью, покрыв около 370 квадратных километров. Лазер бьет вниз тысячами лучей. Они проскакивают между листьями, достают до земли и рисуют голый рельеф, будто деревьев нет вовсе. И на экране, где секунду назад была зеленая каша, проступил план. Улицы, водохранилища, храмы, целый распланированный город на склоне горы. Не отдельные камни, которые находили раньше, а вся картина разом. Тот самый чертеж, по которому потом вырастет Анкор. А заодно Лидар показал странность, которую не разгадали до сих пор. По земле тянутся ряды правильных земляных насыпей, аккуратных, будто расчерченных по линейке. Одни думали на могилы, другие – на основания давно исчезнувших построек. Но пока ни одна догадка не сходится. Что это такое и зачем сделано, никто не знает. Третий город стоял в Египте, в самом устье Нила, там, где река встречается с морем. Имен у него было целых два. Египтяне звали его Тонис, греки – Гераклион. И долгое время никто даже не догадывался, что это один и тот же город. Он был главными морскими воротами Египта. По давнему закону любой чужеземный корабль, идущий в страну, обязан был войти именно здесь. А если судно заносило к другому рукаву Нила, капитан, как писал Геродот, должен был поклясться, что попал туда ненарочно, и все равно плыть сюда. Мимо этого порта было не проскользнуть. Тут платили пошлину, разгружали товар, и через него в Египет попадало все – вино, серебро, товары со всего света. И это было не просто торговое место, а священное. По словам Геродота, именно сюда некогда бежала прекрасная Елена вместе с Парисом, еще до Троянской войны. Здесь стоял огромный храм, а в нем каждый год справляли таинство Осириса, бога, который умирает и воскресает. В праздничную ночь статую бога торжественно везли на лодке по каналам из города в соседнее святилище. А посреди города стоял огромный колосс, каменный бог разлива Нила, того самого, что кормил весь Египет. Вы вдумайтесь, целый город, ворота великой страны, и 1000 лет от него не могли отыскать ни следа. А потом, рядом, в 7 километрах, Александр Македонский заложил Александрию. Торговля постепенно ушла туда, и город стал угасать, а после и вовсе исчез. К 8 веку нашей эры от него на поверхности не осталось ничего, и на 1000 с лишним лет он превратился в короткую строчку у древних авторов. Люди читали про порт, которого нет ни на одном берегу, и пожимали плечами. Красивая выдумка, не более.
Нашел его француз Франк Годио. Искать он начал по древним текстам еще в середине 90-х. Расчертил залив Абукир на квадраты и год за годом прочесывал мутное дно, где видно на пару шагов вперед. А в 2000-м пошли первые находки. На глубине 10 метров, в 6,5 километрах от берега, из ила поднимались стены храма, сотни якорей, остатки почти 80 кораблей. Среди затонувших судов оказались и те самые лодки, что Геродот описал 2500 лет назад, а его описанию до находки не слишком верили. Со дна подняли золото, монеты, каменные плиты с царскими указами и 2 5-метровых колоссов, царя и царицу из розового гранита. 1500 лет они пролежали под водой, а сегодня стоят в музее. А как все это попало под воду, разобрались уже по самой земле. Дельта Нила – это рыхлый грунт, насквозь пропитанный водой. Век за веком его расшатывали землетрясения, подмывало поднимавшееся море, а рыхлая почва под тяжелыми зданиями оседала и расползалась. Город тонул не в одну страшную ночь, а медленно, кусок за куском, пока не скрылся целиком. Рядом точно так же ушел под воду соседний город Каноп, тот, куда возили статую бога. Дельта проглотила оба. Но поражает даже не это. По оценке самого Годио, поднято и изучено пока около 5% города. Всего 5. Остальное так и лежит там, в темноте, под илом. Остался последний город, и он оказался хитрее всех. Если такие истории вам по душе, оставайтесь до конца. Дальше самое неожиданное. Север Пелопоннеса, Греция, город Гелика. В свое время один из главных городов округи, со святилищем Посейдона, которое чтили по всей Греции, вторым по славе после Дельфийского оракула. Гелика была так сильна, что сама основывала колонии по всему Средиземноморью. Большой, богатый, известный всем. А дальше начинается то, от чего до сих пор пробирает холодок. Античные авторы рассказывают, что за 5 дней до беды из города разом ушли все животные. Мыши, змеи, сороконожки, жуки – все живое потянулось прочь по дороге на соседний город. Жители смотрели на это и не понимали, что происходит. А в небе над Геликой, если верить старым текстам, поднялись огромные столбы огня. И на 5-ю ночь, зимой, 373 года до нашей эры, ударило землетрясение. Берег просел вниз, и следом на город навалилась огромная волна. К утру Гелики не стало. Погибли все. Даже 10 спартанских кораблей, что стояли в гавани, ушли под воду вместе с городом. Позже 2000 человек пытались поднять со дна хотя бы тела, но не достали ни одного. Но соль не в этом. Море над Геликой не осталось морем навсегда. Прошли века, лагуна затянулась речными наносами, обмелела, высохла и стала обычной равниной. Сверху легла земля, потом поля, и крестьяне спокойно пахали над погибшим городом, растили зерно и понятия не имели, что у них под ногами. Понимаете, в чем тут фокус? Город не ушел в открытое море, он осел вниз, под собственную землю, а земля потом наросла над ним заново и все закрыла. Поэтому его и искали не там. Долгие годы ныряльщики прочесывали дно залива, ведь древние писали, что море забрало Гелику, и все понимали это буквально. А ведь подсказка была. Еще в древности рассказывали, что на затонувшем городе долго стоял под водой бронзовый Посейдон с трезубцем, и его то и дело цепляли сетями рыбаки. Позже римляне катались над руинами на лодках и любовались статуями сквозь воду. А потом наносы все укрыли, и место потерялось. Но сколько ни ныряли, дно оставалось пустым. Сказано «море забрало», значит город на дне. А его на дне давно уже не было. Нашли Гелику на суше. В 2001 году археологи Дора Кацанапулу и Стивен Солтер копали не в море, а на берегу. Сперва прошли равнину приборами, бурили пробы грунта, искали, где под полем прячется древний слой. И нашли. В километре от воды, посреди поля, где растет зерно, на глубине 3 метров под плотным илом лежали остатки разрушенного города.
Стены, кладка, посуда, следы той самой ночи. И совсем не укладывается в голове еще одно. За 2000 лет до этой катастрофы на том же самом месте уже стоял другой поселок, еще бронзового века. И та же земля точно так же однажды забрала его под воду. Одно место поглотило поселение дважды. А еще гибель Гелики так потрясла греков, что порой ее называют возможным источником самой знаменитой легенды об исчезнувшей стране – истории про Атлантиду. Прямых доказательств этому нет, это лишь красивое предположение, но доля правды в нем точно есть. Настоящий город, который Земля убрала с глаз за одну ночь, вполне мог стать зерном мифа о великой утонувшей цивилизации. 4 города. Оазис под песком, столица под джунглями, порт под водой, полис под равниной. Про каждый было известно, что он есть. Из хроник, из легенд, из священных книг. И каждая земля укрыла так, что найти его снова стало почти невозможно. Отыскали их не потому, что в них упрямо верили, а потому, что появился новый способ увидеть скрытое. Радар прочитал следы караванов из космоса. Лазер снял с города лес. Водолаз спустился на дно. Лопата вошла в поле, где никто не ждал города. А в голове, после всех 4, остается один простой вопрос. Если даже те города, про которые мы точно знали, прятались от нас веками, то сколько лежит сейчас таких, о которых не писал вообще никто? Там, куда пока не летал лазер и не входила лопата. Может быть, прямо в эту минуту над крышей одного из них едет обычная машина, и человек за рулем даже не догадывается, что под колесами целый город. А вам вопрос напоследок. Какой из 4 покровов, на ваш взгляд, прячет надежнее всего? Песок, лес, вода или земля? Напишите в комментариях, интересно, что выберете. И если любите такие истории, где под обычным полем вдруг оказывается целый город, оставайтесь на канале, их у нас будет еще много.